Сегодня мы отправляемся в один из самых живописных городов Европы – город Люцерн. Это место, где прозрачная вода озера отражает заснеженные вершины, где старинные башни соседствуют с цветущими балконами, а тишина гор ощущается даже в центре города. Швейцария часто ассоциируется с банками, шоколадом и часами, но на самом деле это страна невероятной природы и бережно сохраненной истории. Здесь будто все продумано до мелочей. Чистейший воздух, спокойствие улиц, идеальный порядок и при этом ощущение уюта, будто ты в маленькой сказке. Люцерн расположен на берегу одноименного озера Люцерн и окружен Альпами. Город возник еще в средние века как важный торговый пункт на пути через перевал Сен-Готард, который соединял север и юг Европы. И сегодня мы прогуляемся по его старому городу, увидим средневековые стены, башни и, конечно, самый знаменитый символ Люцерна – это деревянный мост, который пережил века. Капельбрюки, или часовенный мост, является визитной карточкой города и одним из самых узнаваемых мостов Европы. Этот деревянный крытый мост был построен в 1333 году. И это не просто красивый переход через реку. Изначально он был частью оборонительной системы Люцерна. В средние века город активно укреплялся, и мост соединял старую часть города с новыми укреплениями на противоположном берегу реки Ройс. Самое уникальное в этом мосту – это треугольные панели под крышей. В XVII веке внутри моста разместили 111 живописных картин. Они написаны на деревянных треугольниках и рассказывают о важных событиях швейцарской истории, а также о покровителях города святых Леодегаре и Мауритии. Это своего рода визуальная хроника, почти как средневековый комикс, который жители и гости могли рассматривать, проходя по мосту. В 1993 году на мосту произошел сильный пожар. Огонь почти полностью уничтожил центральную часть, и большинство исторических панелей с картинами сгорели. Из 111 уцелело меньше половины. Для города это была настоящая трагедия. Однако уже через 8 месяцев мост был восстановлен. Конструкцию полностью реконструировали по историческим чертежам, а уцелевшие картины вернули на место. Некоторые утраченные панели оставили пустыми, как напоминание о пожаре и о том, насколько хрупким может быть культурное наследие. Обратите внимание на форму моста. Он не прямой, а изогнутый. Это редкость для средневековых мостов и делает его особенно живописным. Его длина сегодня составляет около 200 метров, и он считается одним из старейших сохранившихся крытых деревянных мостов в Европе. Рядом с мостом стоит восьмиугольная водяная башня. Когда-то она служила сторожевой башней, хранилищем сокровищ, архивом и даже тюрьмой. Интересно, что башня старше самого моста. Она датируется XIII веком. А сейчас мы с вами отправляемся в самую историческую часть Люцерна – старый город. И первое, что мы с вами видим, это фонтан Фричи Брунен. Этот фонтан посвящен легендарной фигуре люцернского карнавала – брату Фричи. Карнавал в Люцерне – одна из самых важных традиций города, и этот персонаж символизирует радость, народные гуляния и окончание зимы. Сам фонтан украшен расписной колонной и фигурой в историческом костюме. Как и многие фонтаны Люцерна, он датируется XVI веком. В городе сохранилось более 20 подобных фонтанов эпохи Ренессанса, и каждый имеет свое имя и символику.
История Люцерна начинается в VIII веке, когда здесь возник монастырь святого Леодегара. Вокруг него постепенно формировалось поселение. Настоящий рассвет пришелся на XIII и XIV века, когда город стал важным торговым пунктом на пути через перевал Сен-Готард. Торговцы везли соль, ткани, специи, и Люцерн быстро разбогател. Старый город сохранил планировку Средневековья: узкие улицы, площади, арочные проходы и дома гильдий. Здесь почти каждый фасад – это произведение искусства. Когда мы смотрим на Люцерн с набережной, взгляд сразу цепляется за возвышающийся над городом замок-отель Шато Гетш. Это старинный замок-отель, построенный в XIX веке. Он выглядит как сказочный дворец с башнями и шпилями. Отсюда открываются панорамные виды на старый город, озеро и Альпы. Спускаясь обратно к реке, мы встречаем Ройслер – небольшую плотину на реке Ройс, которая регулирует течение воды через город. Ройслер – это инженерное сооружение, которое одновременно выполняет декоративную и практическую функцию. С него открываются живописные виды на город и мосты. Особенно красиво наблюдать реку с легким течением и отражением старинных домов. Ройсвилл был построен для контроля уровня воды, чтобы избежать наводнений в низине города. Рядышком находится мельничный мост. Этот деревянный крытый мост немного уступает по популярности часовенному мосту, но не менее интересен и уникален. Мельничный мост был построен в 1408 году и изначально служил как транспортный путь для гильдии мастеров, в частности мельников, отсюда и название. Он соединяет берега реки Ройс и проходит через старый город. Старый город – это не просто туристическая зона, это историческая жилая часть, где время словно остановилось, а городская планировка почти не изменилась с XIII-XIV веков. Особенность старого города – узкие извилистые улочки и высокие вытянутые вверх дома. Такой стиль объясняется историей. Налоги в средние века рассчитывались по ширине фасада, поэтому жители строили дома вверх, а не вширь. Это создает эффект тянущихся к небу строений. И когда идешь по улицам, ощущение невероятной тесноты и уюта одновременно. Фасады многих домов украшены фресками и росписями, выполненными в эпохе стиля Ренессанса и барокко. Часто на них изображены сцены из Библии, исторические события, гербы кантонов, аллегорические фигуры, символизирующие добродетеля или ремесла. Например, известный дом рыцаря полностью покрыт фресками, где изображены рыцари, святые и символы доблести. Изначально росписи на домах выполнялись не просто для красоты, а чтобы показать богатство и статус владельцев, а также принадлежность к определенной гильдии. Как я уже сказала ранее, Люцерн был важным торговым пунктом на пути через перевал Сен-Готард. Торговцы со всей Европы привозили соль, ткани, специи. Город быстро богател, и архитектура отражала это богатство. Дома строились из камня и дерева, а фасады украшались резными ставнями и декоративными балконами. Интересно, что старый город до сих пор хранит гильдейские знаки на фасадах домов. Каждая гильдия, мясники, ткачи, торговцы солью, имела свой герб и символику, и многие из них до сих пор можно увидеть. Эти детали позволяют буквально читать историю города глазами его жителей. Сейчас мы стоим на набережной озера Люцерн, того самого озера, которое местные называют «озеро четырех кантонов».
Такое название оно получило, потому что его берега омывают территории 4 исторических кантонов Швейцарии – Люцерн, Швиц, Ури и Нидвальден. Оно считается одним из самых красивых озер Швейцарии, и его пейзажи – настоящая визитная карточка центральной части страны. Озеро занимает площадь более 114 квадратных километров. Оно изрезано заливами и окружено крутыми, покрытыми лесами склонами, которые поднимаются к вершинам Альп. Самые известные из них – это Пилатус, Риги и Бюргеншток. Словно горные стражи окружают воды озера со всех сторон. Когда ветер касается поверхности воды, озеро кажется бесконечным зеркалом, отражающим величественные вершины и небесные облака. Этот контраст, спокойная гладь воды и суровые горы создает ощущение, будто ты стоишь на границе между землей и небом. Сам Люцерн расположен на западном конце озера, где вода превращается в реку Ройс. В средние века это место было важным транспортным узлом. Торговые пути проходили через озеро, связывая север и юг Европы. Прогулочная набережная со стороны города начала формироваться во второй половине XIX века, когда город стал активно развиваться как курорт. До этого береговая линия выглядела совсем иначе. Здесь были причалы, склады, рыбацкие зоны и укрепления. Когда в 1830-1860-х годах в регион пришел железнодорожный транспорт, Люцерн стал доступным для европейской аристократии, и город начал перестраивать берег озера под нужды туризма. Настоящее преобразование произошло в конце XIX – начале XX века. Именно тогда появились широкие променады, высадили декоративные деревья, разбили клумбы и создали ухоженные прогулочные аллеи вдоль озера. Набережную проектировали как элегантное пространство для прогулок, чтобы гости роскошных отелей могли выходить прямо к воде. В это же время были построены знаменитые гранд-отели, которые сформировали облик этого района. Интересно, что многие участки берега были частично укреплены и выровнены. Это была не просто естественная линия воды, а продуманная городская архитектура. Появились декоративные парапеты, лестницы к воде, лодочные причалы. И набережная стала местом светской жизни. В XX веке пространство модернизировали, но сохранили историческую атмосферу. Добавили удобные зоны отдыха, смотровые точки, зеленые лужайки и скульптуры. Сегодня это не просто берег озера, это символ Люцерна, место, где город буквально открывается к Альпам. По озеру Люцерн ходят регулярные пассажирские суда. Судоходство здесь началось в 1837 году, когда по озеру пошел первый пароход. Сегодня маршруты соединяют город Люцерн с прибрежными населенными пунктами, такими как Вегис, Вицнау, Брунен и Флюэлен. Есть короткие обзорные круизы, а также и более длинные маршруты почти через все озеро. Когда корабль отходит от причала, город постепенно остается позади, и открывается панорама гор. Озеро образовалось в результате ледниковой деятельности во время последнего ледникового периода, поэтому его форма сложная, с несколькими рукавами, глубоко врезающимися между горами. Максимальная глубина озера достигает примерно 214 метров.
И именно с воды хорошо видно, как озеро окружено вершинами. Самая известная гора региона – это гора Риги, высотой 1798 метров. Ее называют Королевой гор. В 1871 году здесь открылась первая в Европе зубчатая железная дорога на вершину. Рига известна своими панорамами. В ясную погоду отсюда видно не только озеро Люцерн, но и другие озера Центральной Швейцарии. Другая знаковая вершина – это Пилатус, высотой около 2128 метров. Это более скалистая и драматичная гора. На нее ведет самая крутая в мире зубчатая железная дорога с максимальным уклоном около 48%. Третья важная вершина – это Бюргеншток, горный хребет высотой примерно 1127 метров. Он расположен на полуострове и известен своими панорамными видами на изгибы озера. Здесь находится панорамный лифт, самый высокий открытый лифт в Европе. Когда мы говорим об озере Люцерн, важно понимать, это не просто красивый природный пейзаж. Именно здесь начиналась история Швейцарии. На одном из берегов озера, на тихом зеленом лугу, находится место под названием Луг Рютли. Это место считается символической колыбелью Швейцарской конфедерации. Согласно легенде и исторической традиции, именно здесь в 1291 году представители 3 кантонов Ури, Швиц и Нидвальден заключили союз о взаимной поддержке и защите. Этот договор стал основой будущего швейцарского государства. И что особенно важно, добраться до Рютли тогда можно было именно по воде. В средние века озеро Люцерн было главным транспортным путем региона. Горные тропы были опасными и труднопроходимыми, поэтому лодки и небольшие суда связывали берега между собой. То есть озеро не просто рядом с историей, оно было ее частью. Люди пересекали его, чтобы встретиться, договориться и объединиться. Сегодня Рютли по-прежнему доступен в основном по воде. Сюда приходят лодки и экскурсионные корабли с озера Люцерн. И этот путь по воде не случайность, а сохраненная историческая логика. Ты буквально повторяешь маршрут людей, которые более 700 лет назад определяли будущее страны. Сам Луг Рютли очень простой и спокойный. Здесь нет монументальных зданий и помпезных памятников. И в этом его сила. Это открытое пространство с видом на озеро и горы. Место, где решение о свободе и независимости было принято не в замке, а на природе среди обычных людей. Чем дольше я гуляю по Люцерну, тем больше понимаю, что это город, который невозможно посмотреть за один день. Люцерн живет очень гармоничной жизнью. Днем это туристический центр с кораблями на озере и людьми на набережной, а вечером он становится спокойным, почти камерным. Когда солнце начинает опускаться за горы, свет становится мягким, золотистым, а фасады старого города словно начинают светиться. Город небольшой, но в этом его особая магия. Здесь нет ощущения суеты большого мегаполиса. Вместо этого размеренность, отражение огней в воде и ощущение, что ты находишься внутри живой открытки. И вот сейчас уже начинает темнеть, горы постепенно растворяются в вечернем небе, огни на набережной загораются одни за другим, и Люцерн будто меняет настроение. Сегодня мы увидели многое. Озеро, горы, старый город. Но это только часть того, что скрывает этот город. Завтра мы продолжим наше путешествие по Люцерну. Мы увидим знаменитый памятник умирающему льву, один из самых трогательных монументов Европы. И еще глубже погрузимся в атмосферу старого города с его расписными фасадами и средневековыми площадями.
Ну и вот настал новый день. Сегодня немного пасмурно и дождливо, но это не мешает нам продолжать наше путешествие. Мы начали недалеко от железнодорожного вокзала в парке Инсели. Прогулка по этому парку всегда приятно расслабляет. Зеленые аллеи, тихие дорожки и легкий запах влажной земли создают особую атмосферу. Сейчас мы с вами направляемся к памятнику умирающего льва. От главного вокзала Люцерна мы пройдем через мост швейцарской армии в сторону центра города. Памятник расположен в парке недалеко от старого города, всего в 10-15 минутах пешком от вокзала. Памятник был создан в 1820 году датским скульптором Фредериком Бартольди. Скульптура посвящена памяти швейцарских гвардейцев, погибших в защите Тюильри во время французской революции 1792 года. В тот день более 700 швейцарских солдат, стоявших на страже Королевского дворца, были убиты. Лев, изображенный на монументе, лежит сжатый в болезненном напряжении, с раной, проходящей через грудь. На его лице видна трагическая смесь силы и боли. Это символ мужества и верности, несмотря на неминуемую гибель. Монумент окружен низкой стеной, на которой указаны имена погибших. А его детали поражают реализмом. Каждая мышца, каждая складка шкурки льва тщательно проработаны, что делает его одной из самых эмоционально сильных скульптур того времени. После того, как мы посмотрели эту замечательную и грустную скульптуру льва, мы отправляемся дальше. Теперь мы поднимаемся к знаменитой городской стене Музек. Это средневековое укрепление было построено в XIII-XIV веках, когда Люцерн был маленьким, но активно развивающимся городом и нуждался в защите от врагов. Стена с воротами и башнями окружала центр города и служила оборонительной линией. Сегодня она считается одной из самых длинных и хорошо сохранившихся городских стен Швейцарии. Стена Музек протянулась примерно на 800 метров вокруг старого города, а вдоль нее расположены 9 каменных башен, каждая со своей историей. Некоторые из башен были наблюдательными постами, другие использовались для хранения важных вещей. Особенно известна Зит Тауэр – башня с большими историческими часами, которые до сих пор бьют на 1 минуту раньше остальных часов города. Так делали раньше, чтобы жители успевали к началу дел и молитв.
Люцерн полон исторических сокровищ, но не только история делает этот город особенным. Есть здесь и настоящая гастрономическая загадка под землей. Всего в получасе езды от города под Альпийскими горами находится уникальная пещера для выдержки сыра, возраст которой примерно 22 миллиона лет. Это не просто подземелье, это природный холодильник, который создает идеальные условия для созревания знаменитых швейцарских сыров. В пещере поддерживается постоянная прохладная температура около 10-12 градусов Цельсия и высокая влажность почти 96%, а воздух насыщен минералами из скал. Благодаря этим условиям сыр созревает естественным образом, без машин и оборудования, и приобретает насыщенный вкус, темную корочку и неповторимый аромат. Здесь выдерживают такие сорта, как Грюйер и Менталь, а всего в пещере может храниться более 150 тысяч колес сыра. Некоторые называют эту пещеру настоящим гастрономическим сокровищем, ведь ее жители – это огромные колеса сыра, ценятся очень высоко. И пока под землей в этой древней пещере созревают сыры, сам Люцерн ежегодно отмечает свое отношение к сырным традициям на Большом сырном фестивале, который проходит ежегодно в октябре в самом центре города, на площади Капельплац, рядом с легендарным Капельбрюке. Этот фестиваль называют самым большим сырным рынком Центральной Швейцарии. Здесь можно попробовать десятки сортов швейцарского сыра, от классических до редких ремесленных изделий, а также увидеть, как местные мастера представляют свою продукцию. Сейчас мы находимся рядом с ратушей Люцерна. Это одно из красивейших и исторических мест старого города. Отсюда открывается чудесный вид на реку Руйс, старинные мосты и набережную, которая словно продолжает атмосферу старинного города. Я решила перейти на противоположный берег, чтобы посмотреть на Люцерн с другой точки. На левой стороне реки тянется широкая набережная, где совсем другое ощущение города. Здесь тихие улицы, зеленые зоны для прогулок и уютное кафе прямо у воды. Мне захотелось пройтись именно здесь, потому что отсюда открываются широкие панорамные виды на старый город, мосты и исторические здания, которые отражаются в спокойной глади реки. Это место чуть спокойнее и менее туристическое, но не менее красивое, идеальное для неспешной прогулки, вдоха свежего воздуха и красивых кадров о том, как город живет не только в старых улочках, но и вдоль самой реки.
Ну вот и подошла к концу наша прогулка по Люцерну. Спасибо, что провели это время со мной и остались до конца видео. Если вам понравилось, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий или поделиться этим видео с друзьями. Я буду рада видеть вас в следующих путешествиях. До встречи на новых приключениях!